Друзья, привет! Мы с Виталией идем в магазин за продуктами. Я подумала, что вам тоже будет интересно сходить туда с нами, посмотреть, что же продается в Португалии, какой ассортимент, может быть, чего-то наоборот нет, не хватает здесь. И посмотрим цены на продукцию. Удобно, что цены здесь в евро, не нужно переводить в другую валюту. Ну и мы идем в сеть магазинов «Континент». Это среднего размера магазин, не такой большой, как Ашан, но и не мини-маркет. В общем, находится в спальном районе города Порту. Ну и пойдем посмотрим. Заходим сразу, здесь хлебобулочные изделия. Ну, тоже все как обычно. Единственное, интересно, конечно, здесь достается хлеб. Я первый раз пришла, думала, как это делать. Вот, и здесь такие лопатки. И ты берешь и высовываешь сюда хлебушек и забираешь. Вот так. Но я вот минуту стояла, разбиралась, как это сделать. Печенье. 2 евро 25. Сейчас посмотрим фрукты, что здесь есть. Папайя. Так, вот видно манго 4,50 за килограмм. Ананас евро 30 за килограмм. Быстренько продемонстрирую ассортимент фруктов. Так. Что у нас здесь еще? Клубника. 2 евро упаковка. По-моему, 500 грамм. Маранго. Возьмем клубнику. Не могу без нее жить. Бананы у нас есть, но просто покажу стоимость. Евро за килограмм. Мы задались с Виталием вопросом, что бананы, возможно, в России стоят дороже. Напишите, сколько сейчас, интересно. Вот здесь евро. Посмотрим, где дороже, где дешевле. Да? Пишите в комментариях. О, еще появилась такая красивая черешня в упаковочках. 4 евро за упаковку, по-моему, 500 грамм. Да, 500. Друзья, ну что, сотрудники остановили нашу съемку. В магазине оказалось нельзя снимать. Попробую еще раз рискнуть и пойти в другой магазин. Надеюсь, там мне не сделают замечания. Друзья, ну что, иду снова попытать счастье в супермаркет. Тоже нужно закончить мою миссию. И посмотрим еще оставшиеся продукты, а по итогу еще приду домой, и я сохранила чеки за полмесяца. Вот посчитаем, сколько же выходит на питание у нас здесь в месяц примерно. Все, дошла до магазина. Папайя. Сейчас видно цены. 4,5, наверное, тоже за килограмм. Есть еще такой фрукт. И здесь большая папайя. Да, цена за килограмм. Есть еще такие фрукты. Апельсин 90 центов. Сельдерей евро 30. И салат где-то 2 евро. Такой пучок. Покупаю хлеб, евро 30. Очень популярны тоже здесь оливки. Я, наверное, возьму. Есть в банках. Где-то стоит 2,5 евро. И такие небольшие упаковочки 3 евро. Они в масле. Я, кстати, такой брала. Здесь 200 грамм. Так, где цена? Евро 40. Ну да, тоже мясо в упаковке. Быстренько просто пробегусь для уточнения цен. Евро 70
Такая упаковка, 150 грамм. Есть такое, вы видите цены. И также есть сыры типа рикотты, продают такие португальские. 9 евро килограмм. Сколько такой кусочек выходит? 2,30. Да, возьму разные на дегустацию, на винодельню. Возьму такой и еще парочку. И популярны здесь еще такие сыры. Я гадала, какой он купила, и они похожи на рикотту. Эти сырки такие в баночках. Прям рикотта-рикотта. А вот и один из самых интересных отделов — свежая рыба. Ее так много здесь. Мы берем иногда дораду. Вот она. Не знаю, может сейчас тоже что-то взять на вечер. Ее здесь разделывают. И остается только порезать и кинуть на сковородку. Свежие креветки. Цены все указаны за килограмм. Сардины очень популярны, во всех ресторанчиках их подают, приготовленные на гриле. Две рыбки. Получилось 5-15 евро. Ее разделали, все почистили. Вот как сказала, осталось только кинуть на сковородочку. Тоже здесь много замороженных морепродуктов разных. Есть приготовленная еда. Супы, кстати, популярны. Я их иногда покупаю в целях экономии времени. Замороженные осьминоги. Упаковочка 16,50. А еще здесь очень популярна такая рыба. Она соленая, может быть вяленая. Не знаю. Ее прям отрезают, распиливают. И я видела, что местные люди покупают такое, но я еще не пробовала. Вот яйца 12 штучек, 2,40. Интересно, сосиски здесь продаются в банках. Мы пробовали, покупали, но на мой вкус оказалось не очень. Возможно, они бывают лучше, бывают других производителей. А еще очень популярен тунец в баночках. Здесь много разных компаний, которые производят. Стоит где-то примерно такая баночка евро. Еще отличительная черта в португальских магазинах, то что молоко продают в тетрапаках. Молоко стоит примерно 70, 80, 50 иногда центов. В общем, зависит от производителя. Все молоко. Здесь начинается растительное. Из каши можно купить овсянку. Никакой пшенки или что еще бывает. В общем, вы не найдете, кроме овсянки, риса. Конечно же, популярна гранола, хлопья. Ну, а отдел со сладостями, наверное, я пропущу. Сладости есть везде. Не знаю, просто вас сориентировать. Милка, такая упаковка, 2,40. Что еще? Орео, 3,90 упаковка. А вот с кофе достаточно интересная тема. Здесь популярна компания Delta Q. Они производят кофе, и есть капсульные кофеварки этой фирмы. И вот они продают тоже такие капсулки. У нас как раз дома такая кофеварка. Вот мы покупаем капсулы. 10 штучек в упаковке стоит 4 евро. 40 штук что-то около 13 евро, по-моему, было. Да, вот 13 евро. Давайте что-нибудь из зернового посмотрим. Есть тоже... Нет, это порошок. Измельченный уже. Вот зерновой. Ну, кофе он может по-разному стоить, да?
Ну, просто эта упаковочка стоит 2 евро 20 центов. Не знаю, насколько хороший. Что это за кофе? Привычные лавазы, если честно, не вижу. Только незнакомые мне производители. Масло святое подсолнечное 2,90. Рис. Дальше идут макаронные изделия. Так, ну рис посмотрим. Где-то евро 30. Макаронные изделия тоже зависят от производителей. Найдем какие-нибудь знакомые. Вот Барилла, например. Евро 10. Евро 0,7. Да, и спагетти тоже стоит 1 евро. Шоколад, кому интересно, Линд 2,70. Да, мне кажется, еще здесь очень популярна фасоль, потому что из нее готовят национальные блюда. И фасоль в магазине стоит 1 евро. Я читала статью, было написано, что какое вино не возьми, оно все здесь хорошее. И очень популярное зеленое вино, но мы его не пробовали. Вроде как называется Верде. В общем, эту область нам еще предстоит узнать. Но немножко вас сориентирую по ценам. Вино недорогое, на мой взгляд. 4 евро, 6 евро. Конечно, есть и дороже. На выборе вина, конечно, нужно отдельно остановиться. Сейчас у нас на это нет времени. Этого делать не будем. Но так, сниму, чтобы вас сориентировать. Вот это популярная винодельня Пачека. Мы завтра едем как раз, но не на нее, а на другую рядом. Но на эту винодельню тоже есть экскурсии. Друзья, ну что, все успешно прошло. В этот раз охранник был не настолько бдительным, как в прошлом магазине. Что все купила. Иду домой. Что еще сказать? В целом здесь все есть, все продается, как обычно во всех супермаркетах. Все основные продукты есть. Единственное, нет творога, но я знаю, с ним часто бывают проблемы в европейских странах, и здесь его нет. Возможно, можно найти в магазине а-ля Ашан, в таком большом магазине, может быть, там он и есть. Но в этом магазине среднего размера «Континент» творог я не нашла. Он тут совершенно не популярен. Если вы из Португалии, пишите, каких продуктов вам здесь не хватает. Ну и задавайте, конечно же, свои вопросы. На все постараюсь ответить. Иду домой. Будем подсчитывать стоимость продуктовой корзины в месяц. Еще хочется отметить, что здесь достаточно вкусные продукты. Насколько мы заметили, все, что мы не покупали, хорошего качества. Мне кажется, это из-за того, что португальцы знают толк в еде. Здесь вкусная кухня, и если бы продукты были не очень хорошего качества, их бы никто не покупал. Вот что я сегодня приобрела. У меня получилось 23 евро. Клубника, хлеб, зелень, рыба. 5 евро. Апельсинчики, сыры, овсянка, сельдерей, оливки, молоко. Друзья, ну что, посчитала все наши расходы. Получилось, мы потратили 400 евро за 3 недели пребывания здесь. Ну, сразу отмечу, что, конечно же, в путешествии обычно расходы выше, потому что не хочется что-то долго готовить, покупаешь быстро приготавливаемую пищу, полуфабрикаты, и это, конечно же, тоже все влияет. Я бы, наверное, ориентировалась где-то 400 евро в месяц на 4 недели. Такой примерно расход на супермаркеты. Если вы живете в Португалии, напишите, сколько вы тратите на продукты, будет интересно мне и подписчикам канала.
Ну и также пишите, как вы думаете, много это или мало, дорого ли стоят продукты здесь, в Португалии или нет, как вы считаете, пишите ваше мнение в комментариях. Ну и будем прощаться. До скорой встречи, увидимся уже буквально через несколько дней. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, если вам оно понравилось. Все, счастливо, пока!